Всем привет! Давно ничего не было про кухню, поэтому сегодня я приглашаю вас поудобнее организовать крупы, специи и прочую бакалею. Поехали! Для хранения сыпучих продуктов я использую как оригинальные упаковки, специальные контейнеры, так и стеклянные емкости из-под соков, кофе и консерваций. Контейнеры я выбираю не по красоте, а точно под размер своих полок и обязательно прямоугольной формы, чтобы не оставлять вокруг много неиспользуемого пространства. Для высоких полок, например, лучше подобрать узкие и высокие контейнеры, но для этого приходится идти в магазин с рулеткой, потому что на этикетках обычно указывают не размеры в сантиметрах, а объем. Иногда обычные стеклянные банки и бутылки вписываются по размерам даже лучше, чем некоторые контейнеры. К счастью, уже есть производители, которые поняли, что прямоугольные банки удобнее круглых. А чтобы они выглядели аккуратнее, можно заменить все крышки на аналогичные, одного цвета или покрасить их. Для высоких полок подойдут бутылки от соков с широким горлышком. В таких бутылках продавали гранатовый сок, а сейчас уже можно в них найти разные напитки. Правда, чтобы пересыпать в них мелкую крупу, нужно воспользоваться воронкой, а для чего-нибудь покрупнее – обрезанной пластиковой бутылкой. Многие используют пластиковые бутылки из-под молока или соков. Стекло, конечно, экологичный материал, но достаточно тяжелый и хрупкий. А пластиковые бутылки очень легкие, и их можно ставить не только рядами, но и складывать друг на друга, получив таким образом очень хорошее обозрение всего, что есть в наличии. Очень важно не досыпать крупу сверху уже имеющейся, потому что так внизу она никогда не будет меняться и испортится. А если все-таки надо это сделать, то остатки сначала высыпаем, а потом добавляем их наверх, чтобы использовать в первую очередь. Я пересыпаю только те крупы, которые расходуются понемногу, но регулярно и должны быть у нас в доме в обязательном порядке. А если содержимое упаковки используется за 1-2 раза, то я ничего не пересыпаю, потому что контейнеры стоят все время полупустые и занимают много места, в отличие от пакетов, которые можно компактно сложить. Я их складываю в одну корзинку и каждый плотно закрываю. Для этого можно воспользоваться специальными зажимами, резинкой. Для меня удобнее всего оказались обычные канцелярские зажимы-биндеры. Я их храню прямо на бортике корзины, чтобы они всегда были под рукой. Также можно использовать и пакеты-слайдеры. Они удобные, многоразовые, достаточно прочные. Муку я тоже оставляю в заводской упаковке, только кладу ее в контейнер, в нем и храню, и пользуюсь, чтобы мука высыпалась не на полку, а оставалась в этом контейнере. Его все-таки легче сполоснуть, чем полку. Иногда нужно сохранить какую-то информацию, например, срок годности или способ приготовления. Эту информацию можно вырезать из упаковки и приклеить ее на дно контейнера скотчем. На стекле можно делать надписи с помощью перманентного маркера. Его не так-то просто стереть, но при необходимости можно легко удалить жидкостью для снятия лака или любым другим растворителем. С той же целью можно взять и канцелярский корректор. Кроме того, можно писать на специальных этикетках, ценниках, их легко будет снимать и переклеивать. А можно создать свои надписи, распечатать их, приклеить скотчем или сразу же печатать на самоклеящейся бумаге. Очень удобно подписывать не только те продукты, которые можно перепутать, но и все емкости. Когда некоторые из них опустеют, то не нужно будет гадать, что же там было. У нас уже будет готовый список покупок. Высокие контейнеры и бутылки очень удобно хранить в выдвижном ящике. Только тогда их лучше подписать на крышках, чтобы легче было определить, где какая крупа. А контейнеры для этого лучше выбирать с прозрачной крышкой.
На обычной глубокой нижней полке тоже можно сделать такой выдвижной ящичек с помощью корзины. Так очень удобно будет доставать все, что стоит сзади. Или как вариант, можно хранить крупы в бутылочнице, если она, конечно, находится в прохладном месте. Если места на полках достаточно, то можно расставлять емкости в 2 ряда. Вглубь ставим высокие, а вперед низкие. Тогда со второго ряда можно без проблем что-нибудь достать одним движением. Чтобы удобнее организовать маленькие баночки, можно сделать для них ступеньку. Я уже в одном из видео показывала этот прием. Для этого можно приспособить любую подходящую по размеру коробку. Таким образом, приподняв задний ряд, мы будем иметь хороший обзор и избавимся от необходимости двигать каждый раз банки. Если в 2 ряда стоят высокие емкости, то их удобно хранить на небольшом расстоянии друг от друга, как бы в шахматном порядке, чтобы второй ряд просматривался и было видно, где какая стоит крупа. Приправы очень удобно хранить в специальных контейнерах с разделителями. У меня только 2 смеси, которые я покупаю на развес, и храню я их в отдельных стеклянных емкостях, кстати, тоже прямоугольных. А остальные приправы оставляю в оригинальных упаковках. Многие производители сейчас делают пакетики с зип-замком, что позволяет их герметично закрывать. А если такого замка нету, то закрываю упаковки с помощью канцелярских скрепок. Чтобы скрепки были под рукой и не терялись, на боковой стенке контейнера я приклеила магнитную ленту, на которой они и держатся. Спасибо за внимание, надеюсь, было полезно. До встречи в следующем видео. Пока!